Все, приветик всем. Не знаю, как сегодня себя поведет Инстаграм, мой телефон, или я не знаю, кто виноват в том, что у меня постоянно виснет эфир и все жутко тормозит, но сегодня мы постараемся с вами, я, по крайней мере, постараюсь повязать, а вы постараетесь понять, посмотреть. Покажу вам, как я вяжу вырез. Вырез буду вязать на спинке и очень хочу связать его с двух сторон, показать вам одну и вторую сторону, потому что они вяжутся в зеркальном отражении немножко по-разному. Я вот приготовила свою спинку, как раз сейчас петли все перенесла на спицу. Вот, у меня они все на спице. Здесь посерединке я вам пока объясню чисто такие технические моменты, а потом будем вязать. Подготовки, технические моменты подготовки. Какая вы яркая сегодня, спасибо. Я только что надела этот свитер, потому что я так замерзла. У нас такая холодина, настоящая осень пришла. И я сняла все свои летние вещи, и все, я одела теплый свитер и сижу довольная, хоть согрелась немножко. Вот, смотрите, что мы делаем. Мы надеваем петли на спицы, верно. И здесь посерединке, видите, я уже на ниточку пересняла петли, которые у нас посерединке. Вот у меня на спинке 6 петель посерединке, и 6 петель на ниточку я пересняла, для того, чтобы я уже точно могла понимать, какие петли мне убавлять с этой стороны и какие с этой. Вот когда, пока вы будете на спице надевать эти петли, вы обязательно посчитайте, сколько там серединку отметьте. У меня на спинке 6 петель посерединке. Вот вчера я вам показывала 6 петель. И вы посчитайте, сколько в этой сторону петель и сколько в эту. Вот я себе записала. У меня 32 петли, 6 серединка и снова 32. И когда вы будете надевать петли на спицу после того, как вы свяжете свой вырез спереди, то вы сразу отсчитываете петли и вот на ниточку или там булавку, неважно что, надевайте эти петли, которые у нас посерединке. Вот, сейчас мы начнем вязать спинку, и мы сразу поймем, в каком месте нам нужно остановиться и начать делать наши первые убавки. Я камеру перестрою, надеюсь, что получится все нормально, но если нет, то мы эфир переключим, как обычно. Газового отопления нет, у нас нет газа, я много раз, кстати, об этом говорила, мы топим дровами, и это, конечно, для нас очень сложно. Ну, для меня-то нет, а вот для Саши, да, потому что ему каждый день утром в любую погоду приходится идти, колоть дрова, которые у нас там уже подготовлены давным-давно, но их все равно нужно каждое утро колоть, и, короче, топить печку. У нас в Самаре тоже холодно, -3 ночи будет, отопление не включают. У нас, я не знаю, честно говоря, сколько, но завтра обещают +14, это для нас очень холодно. Какой свитер прикольный на тебе, добрый вечер, спасибо, Света. Саша, у тебя свитер со спущенным, узкий, как я хотела. Да, вот, это спущенное плечо, то, что мы будем с вами вязать вот сейчас на платье. Вот как раз платье у нас будет примерно такое. Видите, тут связан квадрат, вырез и просто рукав прямой. Сама вязала, потом скажешь мне размеры прибавки. Я измерю тебе его, могу измерить, скажу. Это мама вязала из остатков 100 лет назад. И, кстати, я хотела обратить ваше внимание на вырез. Я вот пока сидела, камеру настраивала, на себя смотрела и обратила внимание на вырез. То, что я вам вчера как раз рассказывала. Видите, здесь, получается, убавила мама большое количество петель сразу прямо, а потом по чуть-чуть стала убавлять. Это еще крючком обвязано, поэтому таким темненьким. А потом стала убавлять по чуть-чуть, и здесь в конце, походу, она даже просто прямо вверх провязала. За счет этого вырез получился не глубокий, вот здесь широкий. Вот если вы хотите такой вырез, это зависит от того, сколько петель вы оставляете посерединке. Вот я, например, у себя напереди оставила чуть-чуть петель, по-моему, 4, вот. И у меня получился, как видите, вот такой вот именно круглый вырез. Вот он круглый такой. Если вы хотите вот что-то такое более овальное, тогда вам нужно посередине оставить побольше петель. Когда я вам вчера говорила про количество петель примерно сантиметров, которые нужно тут оставить, я так и говорила, что это, ну, все такое какое-то среднее, примерное, у меня камера, да, уезжает. А вы уже можете самостоятельно решить, сколько вам чего нужно, чтобы, ну, получился такой вырез, который... Ой!
Сейчас, который вы хотите. Вот как раз на вот этом вот моем свитерочке очень хорошо это видно. Яна, напомнишь мне, чтоб я тебе потом написала размеры. Саша, очень красивый на тебе джемпер, любуюсь. Спасибо большое, Омску привет. Добрый вечер, Сашенька, добрый вечер, Наталья. Я вяжу одним полотном, для проймы не оставлять петли для подрезов и вязать по прямой место под рукава. Смотрите, если вы вяжете по кругу, и если вам нужно вот оставить здесь место для пройм, то да, вы отдельно вяжете полочку, в смысле спинку, отдельно вперед вяжете, продолжаете вязать. И бывают такие случаи, вот особенно V-образный вырез, когда у вас вырез гораздо ниже, чем рукав, начинается пройма. То есть вы сначала вырез начинаете вязать по кругу, а потом у вас только начинается деление на вот эти вот части вперед и спинка. Тогда тоже вы считаете, сколько рядов вам нужно провязать, прямо расширяя ваш вырез, а потом в каком моменте вам нужно отделить спинку от переда. У вас большой дом, ну не такой у нас и большой дом, у нас такой обычный, среднего размера, скажем так. Сейчас у нас плюс 15. Оля, у нас ветер такой сильный, не знаю, как у вас, но мы пришли недавно домой, и пока шли, ох, очень озябли. Саша, свитер класс, сколько рядов в полосочку? Ой, я не знаю. Я не знаю, девочки, давайте я посчитаю, раз вы спрашиваете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 рядов полосочка, 2 ряда вот такой темный, темно-зеленый между полосочками. Спасибо, он супер. Яна, я знала, что тебе понравится. Если спереди узор, то как делать расчет? Мы точно так же включаем петли узора в наш вырез. Если у вас, например, коса очень плотная такая, и если вы начнете делать вырез с косой, то у вас немножко тут коса разойдется, будет не очень красиво, тогда вы определите вот оптимальную ширину косы, вот можете взять, измерить ее ширину и понять, сколько петель основного узора у вас в эту ширину помещается. И тогда вы количество именно это петель будете в косе убавлять. Потом, когда вы дойдете до вашего выреза, в некоторых местах в косе провяжите 2 вместе. Вот как после резинки снизу вы прибавляли петли на косу, здесь нужно связать в некоторых местах 2 вместе. Лучше вот позади, знаете, вот коса идет, одна часть ее вверх идет, вторая позади. Вот лучше те петли, которые позади, уменьшать, чтобы не было видно сильно вот этого перехода. И тогда будете дальше оформлять вырез. Если же у вас коса не очень такая плотная, а просто какие-то переплетения идут, ну, в принципе, по ширине она совпадает примерно с плотностью основного узора, тогда вы все петли косы включаете в ваш вырез. Доброй ночи, приветики, приветики. В каком городе вы живете? Симферополь. До моря далеко, ну, ближайшее место минут 20 на машине. Свитер, конечно, офигенный, это ж какая работа, супер. Ой, девочки, я маме передам. Спасибо, приятно. Да, у нас ветрюган, Даша говорит ураган. Ира, вот вы тоже в Симферополе, я очень боюсь таких ветров. Меня почему-то накрут, что дом улетит, сломается, крыша улетит. Не знаю, я какой-то такой странный человек, но сейчас как-то не очень боюсь. Я вот еще на мансарде же сейчас сижу, и тут прям так задувает. Привет, привет. Все, приветики всем. Со всеми поздоровалась. Давайте буду менять камеру и будем вязать. Я хочу сегодня вам успеть показать очень много. Одну сторону так точно мы должны успеть с вами. Вот будем до последнего вязать сегодня, даже если за час не уложимся. Все, буду перемещать камеру. Все так скрипит, что-то у меня тут этот штатив скрипучий. Так, сейчас я немножко подниму, чтобы было лучше видно. И на ютубе тоже тогда будет лучше видно. Если у вас будут вопросы, пишите мне сразу, как обычно я вам говорю. Ой, Ира, не говорите мне, что крыши летают. Я буду еще больше переживать. Так, это мои расчеты. Сейчас я посмотрю, что у нас тут на ютубе, как камера смотрит. Где мои руки. Эту нужно вот так повернуть. Еще чуть-чуть даже, наверное. Это провода от камеры. Так, вот мои руки. Вот тут удобно. Блин, еще чуть-чуть тогда поверну. Вот мои руки. Вот так, наверное, буду я вязать.
Это мои расчеты. Сейчас я еще зарядку поменяю. Это мои расчеты моего выреза спинки. Вот, посмотрите, я их переписала немножко, как видите. Здесь я писала вчера, вам показывала все расчеты. Это я переписала сейчас. Помните, я вам говорила, что у нас уже в изнаночном ряду здесь в лицевом ряду будут большие убавки по 2 петли, а здесь в изнаночном. То есть большие вот эти вот убавки я записала в изнаночном ряду, а единичные так и продолжила писать здесь. То есть количество убавок здесь у меня равно количеству убавок здесь. Просто большие я переписала наверх. Сделайте как Элли с татушкой в изумруд. А, слетаете в изумрудный город. Не хочу я в изумрудный город. Не хочу. Сижу, вяжу и ногой кроватку качаю. Одним глазом сюда, вторым за средним ребенком слежу. Лена, а где старший? Старший уже самостоятельно, наверное. Так, я зарядку все-таки уберу. Так, сейчас я почитаю еще один вопрос и будем дальше вязать. Будем вязать, потому что работы много. Саша, мы искали длину проймы таким образом. Обхват плеча, деленное на 2. У меня получилось 22 сантиметра. Но если измерять пройму любого платья обычного, не оверсайз, то пройма 18. Это страшно как-то отразится на платье. Света, если хочется... не получится рукав, как у летучей мыши. Если хочется широкий рукав, то 22 нормально. 18 это для вот такого свободного рукава, не в обтяжку. В 15 в обтяжку будет. Ну, то есть ты смотри сама по своей ситуации, что тебе больше хочется. Если хочется, как на других платьях, значит, вяжи 18. Я ж поэтому и говорю, чтобы вы измеряли еще и свою одежду, тогда, ну, будут более точные размеры. Для меня 22 это вообще хорошо, хотя у меня рука очень тонкая. Вот. Так что смотри, думай. 22 нормально и 18 нормально. Все зависит от того, какое платье ты хочешь получить. Так, я, наверное, еще чуть-чуть подыму, девочки, потому что может качество быть не таким хорошим на ютубе. Так, вот мои руки. Можно вязать. Можно вязать, я думаю. Я тут все поправляю. Все, отлично, можно вязать. Спасибо. Света, выздоравливай, я тебе уже который раз это говорю. Смотрите, что мы делаем. Я отметила здесь у себя вот эти, у меня 6 петель. 3 в одну сторону будут, 3 в другую. Я их не закрываю, просто на нитку переснимаю. Потом, когда мы будем вязать вырез, я эти петли просто наберу на спицы и продолжу свое вязание. Их можно закрыть, в принципе, но вот как бы не закрывая, будет аккуратнее. Дальше, смотрите, я буду отмечать вязание каждого ряда. У меня... Так, где моя ниточка рабочая? Сейчас я тут поправлю себе, потому что у меня тут есть длинный конец, который будет у меня очень путаться, и мне будет мешать. Все. У меня... что я хотела сказать? Вот, видите, 32 петли, я еще раз вам покажу, до вот этих 6, потом идет 6, потом снова 32. Наверное, еще чуть-чуть камеру поверну. Я стараюсь, хорошо, Света, будем за тобой следить. Итак, первый ряд я буду отмечать все ряды вот карандашиком отмечу. Почему я отмечаю карандашиком? Потому что иногда где-то какую-то ошибку допускаю, и здесь, если я буду черкать, то мне придется это заново переписать. Карандашиком все очень удобно. Первую петлю я снимаю, как обычно, и вяжу просто лицевые до конца, пока я не упрусь вот в это место. Сначала давайте вот эту сторону свяжем. С какой стороны начинать не имеет значения, это как вам удобно. Ну вот мы с этой начали, давайте эту и продолжим. Хотя, в принципе, я привыкла сначала эту сторону вязать. Мне почему-то удобнее дойти до конца, развернуться и вязать здесь. Ну, давайте сначала правую посмотрим. С каждым рядом петель будет все меньше и меньше, и вам будет, ну, очень быстро работа это будет идти, вам будет удобно. Я, помните, говорила оставлять ниточку
не отрывая ее. Вот как раз мы этой ниточкой дальше продолжаем вязать. Вперед я свой связала, а здесь продолжаю вязать спинку. Вот, я уперлась в эти петли. Здесь мы, когда мы делаем убавки, у нас кромочных нет. То есть я стараюсь сразу вместе с кромочными делать убавку, для того, чтобы не терять как бы лишние петли. Вот сейчас я вам покажу вырез здесь спереди. Видите, вот у меня эта косичка образовалась, и я как раз с помощью кромочных делала убавки. Можно их делать, конечно, кромочную снимать и сделать их немножко вот здесь, но тогда нам будет нужно набирать петли еще чуть ниже. Мы будем набирать петли, потом цепляясь за вот эти вот рабочие наши петли, петли для обвязки горловины. Поэтому я, в принципе, всегда привыкла убавлять вместе с кромочными для того, чтобы как можно меньше петель у нас ушло на изнаночную сторону. Мы же делали расчеты именно четко, вот что у нас наша горловина будет в этом месте. Если мы начнем набирать петли чуть ниже, то у нас горловина также будет чуть ниже. Вот, короче, такая система. Кромочные я просто так здесь, ну, в центре нашего выреза не снимаю, кромочные всегда убавляю. Вот мы уперлись в эти 6 петель, у меня осталось 2 петли на спицах. Вот здесь эти мои 3. Я их, давайте отмечу, что я их как бы уже провязала. Вот они 3 на ниточке. Остались 2, вот мне нужно убавить 1 петлю. Вот она. Чтобы убавить 1 петлю, мне нужно провязать 2 вместе. Вы, я думаю, это прекрасно помните. Я здесь провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Убавляем мы в ту сторону, в которую должен заворачиваться наш вырез. Здесь с наклоном вправо, с этой стороны будут с наклоном влево все убавки. Вот я связала 2 вместе, советую вам здесь хорошенько затягивать, чтобы у нас тоже был аккуратный край. Если будете рыхло вязать, то у вас такие будут потом протяжки не очень красивые. Переворачиваем. Дальше я смотрю, вот мой изнаночный ряд, в изнаночном ряду мне нужно здесь убавить 2 петли. Чтобы убавить 2 петли, нужно как бы 2 раза провязать 2 вместе, как при закрытии петель. Вот я вяжу первый раз 2 вместе, снимаю, снова надеваю петлю и провязываю снова 2 вместе. Тоже хорошенько затягиваю и вяжу дальше. Здесь смотрю, чтобы у меня образовалась косичка. Сейчас мы провяжем, я проверю, образовалась ли у меня косичка. Вяжем до конца, все нормально. Здесь со стороны рукавчика нашего мы ничего не убавляем, поэтому смотрим внимательно только на центр нашего выреза. По краю, где рукав, мы просто провязываем, у нас там будет кромочная. Привет, Саша. На V-образном вырезе не нужно оставлять 2 петли посередине, чтобы потом резинку набрать. То есть, чтобы в 2 центральные боковые петли петли резинки убавлялись. Я поняла, про что. Это вот давайте я нарисую. Давайте я нарисую. Я вообще этого не делала, честно говоря, когда я вязала свой V-образный вырез, ну вот на том серо-синем платье. То есть имеется в виду вот наш вырез, потом мы будем вязать резинку. И смысл в том, что поставить вот тут 2 петли, то есть их не убавлять, чтобы с этих 2 петель набрать резинку, чтобы она у нас вот так красиво смотрелась. Я брала одну петлю отсюда, одну отсюда, у меня вот так эти петли шли. Можно и оставить, это тоже будет хорошо. То есть тут уже чисто такое, знаете, ваше решение. Можно и так, и так. Так, с V-образным вырезом мы вязали образец, там кромочные снимали и еще 2 лицевые оставляли. Надо так делать или нет? Да, V-образно мы вяжем именно так, как я показывала в образце, потому что там другая система. Он должен быть красивый уже как бы изначально, потому что убавки там идут красивые, равномерные, и убавки эти нужно, ну, следить, чтобы они выглядели хорошо. Дальше у меня следующий лицевой ряд, я снова вяжу до конца, и здесь смотрю, что мне нужно убавить вот эту одну петлю, я ее отмечаю в лицевом ряду. То есть здесь у нас такая система, что мы сначала как бы изнаночный вяжем, а потом лицевой. Так, давайте сейчас посмотрим, что у меня там получилось с этими косичками. Я здесь вяжу тоже плотненько, как я и вязала, в принципе, свое платье. Ну, вот тут пониже, такая же плотность. Не поняла, почему первая убавка на лицевой, хотя написано на изнаночном ряду.
Потому что с лицевой стороны, то есть с изнаночной стороны у нас идут вот эти убавки по 2 петли. Если мы свяжем вот эту, у нас немножко убавки сдвинутся. То есть нам обязательно нужно вот эту петлю где-то закрыть. Мы ее закрываем или здесь, или мы ее можем перенести куда-то сюда и закрыть ее здесь. Но я сразу закрываю, чтобы не забыть потом. Вот в чем дело. Так, вот у нас осталось 2 петли, вот нам нужно одну убавить, я снова вяжу 2 вместе с наклоном вправо. Связала, вот у меня получаются как раз эти мои елочки, вот эту вот так подправить, видите, все нормально, все получается. Переворачиваем, я смотрю, мне снова нужно убавить 2 петли, обвожу их в кружочек. Точно так же вяжу изнаночной раз, потом петлю перебрасываю на левую спицу и снова изнаночной провязываю 2. Тоже хорошенько затягиваю. Так, как раз вяжу вторую часть V-образного ворота. О, Леся, я очень жду фотографию. Девочки, кто уже вырез связала, у нас уже есть такие девочки, которые вырез связали. Присылайте фотографии, очень мне интересно посмотреть. Буду любоваться вашими работами. Так, провязываю до конца. Как помните, тут мы ничего не делаем. У нас тут просто прямо. Все равно не поняла. Блин, как же объяснить, Аня? Когда мы доходим сюда и начинаем вязать изнаночный наш ряд, здесь в изнаночном ряду нам желательно сразу убавить по 2 петли. Если мы будем их где-то потом убавлять, то у нас получится, ну, не такой вырез, как мы хотим, то есть не такой симметричный, как здесь. Он у нас с двух сторон должен быть одинаковый. Вот мы здесь сразу одну петлю убрали, поэтому советую здесь сразу одну убрать, но получается, что мы ее убираем в лицевом ряду, потому что в изнаночном нам 100% нужно по 2 петли убрать. Вообще, в принципе, если так, ну, серьезно разобраться, то здесь я как бы неправильно нарисовала, но если бы я вам вчера это объясняла, то вы бы точно не поняли, потому что тройка должна быть здесь, ну, в принципе, если логически подумать, а единичка должна быть здесь. Вот так это должно быть нарисовано. Ну, поверьте, если бы я вам вчера это начала объяснять, был бы бардак. Ну, в смысле, у вас в голове был бы бардак, вы бы не поняли. Вообще правильно вот так. Могу здесь, здесь я тоже 2 нарисовала уже. Ну, в общем, я думаю, понятно. Давайте еще раз нарисую на всякий случай. Вот эта вот часть, которая у нас, это наше разделение главное. Это дальше пошли, ну, вот это я повторяю, понимаете, да? Здесь у нас идет 3. Здесь у нас пошло 1, 1, 2, 1, 2. Вот я повторила эту часть. А с этой стороны у нас вот эта троечка сверху. И здесь будут идти единицы, а здесь пошли двойки. Вот так. Вот так будет правильнее. Давайте я кружок обведу. Вот. Вот так будет правильнее. Если рисовать так, как мы вяжем. Так, мне до вырезов, как до Камчатки. Вяжите спокойно, не переживайте. Думаю, довяжете. Я, кстати, смотрела, что девочки многие не успевают вязать, и я думаю, может быть, подведение итогов, посмотрим, как там у нас получится, может быть, стоит перенести там не на пятницу, ой, не на четверг, а на понедельник, или, может быть, попозже даже, чтобы, ну, показать как можно больше работ. Даже вот сейчас девочки некоторые довязывают кардиганы, присылают мне фотографии, они такие красивые, и мне обидно, что я их не показала в эфире. О, все, доперла. Ура! Аня, отлично. Я первую часть заканчиваю. Женя, выреза, я так понимаю? Выреза? Так, дальше что у нас тут происходит? Нам нужно вот эту одну петлю убавить. Я отмечаю ее кружочком и провязываю 2 вместе. Провязала. Вот это вот, видите, иногда немножко, ну, какая-то белиберда получается. Это просто нужно пальчиками подправить. Дело в том, что когда мы вяжем, немножко ниточка ложится не так, как нам бы хотелось. Вот когда вы подправляете, все правильно. То есть теоретически мы вяжем все правильно. Вот эту, видите, например, я сильно растянула, она не очень красиво легла. Ее желательно подтянуть тоже, чтобы было аккуратнее. Переворачиваем дальше, у меня снова 2 убавки, я снова вяжу 2 раза, 2 вместе изнаночные. Раз,
и 2. И вяжу дальше до конца изнаночными петлями. Так, мне еще до пройм круговых 174 ряда. Ого. Ну, Света, у тебя, как всегда, тонкая пряжа, тонкие спицы, и, как всегда, работа такая очень кропотливая получается. А я лежу под одеялом, вязание лежит рядом, и Сокуров на меня смотрит. Света, сейчас главное здоровье, так что не волнуйся. Что довяжу, это 100%. Ура! Ну, это самое главное. Самое главное закончить работу, поэтому хорошо. Переворачиваю теперь у нас лицевой ряд. Может быть, это мешает штучка, я не знаю даже. Вяжу свои лицевые. На спинке V-образно, я поняла, Женя. Жду фотографию тогда. Спинку связала до выреза, начала вперед. Завтра на работу выхожу, поэтому с ДЗ буду опаздывать. Оксана, напиши мне, пожалуйста, тогда это в Viber, если еще не написала. Я просто отмечу для себя и буду уже спокойно ждать. Так, вот снова 2 петли у меня осталось. Я беру свою табличку. Вот мой лицевой ряд. Мне нужно убавить одну. То есть я провязываю 2 вместе с наклоном вправо. Провязала. Переворачиваю. Дальше смотрю, что у меня здесь. А здесь мне уже нужно одну петлю убавить. Вот она одна. Обвожу кружочком и провязываю 1 раз, 2 вместе изнаночной. И дальше вяжу всеми изнаночными до конца ряда. Вот мы уже с вами половинку выреза связали. Видите, как хорошо? Я переживала, что это будет долго. Да, почему-то мне везет на тонкие нитки, нравятся они мне. Света, ты потом психанешь и, наверное, спицами номер 8 свяжешь в интенсиве что-нибудь толстенькое. И зато получишь сертификат, и все у тебя как раз ровно за 3 недели получится. Так, переворачиваю, теперь вяжу лицевой ряд, снимаю кромочную, вяжу свои лицевые и снова посмотрю, что у меня там получилось, ну, по моим расчетам. Оставляю, как всегда, 2 петли, потому что мне нужно будет сейчас точно убавлять. Вот мои расчеты, вот мне нужно одну убавить, то есть провязать 2 вместе с наклоном вправо. Провязала. Смотрю я на свою эту елочку, вот здесь мне тоже нужно, видите, подправить. Так, и здесь нужно подправить. Просто пальчиками подправляю, и вот у меня получается. Конечно, немножко кривенькая, но вот из-за этого, видите, здесь более такие переходики грубоватые, потому что изнаночной вязала. Переворачиваю. Что мне нужно дальше сделать? Смотрю по своей таблице. Здесь, видите, в изнаночном ряду мне ничего не нужно убавлять. У меня тут прочерк, поэтому я просто снимаю как бы кромочную и вяжу дальше все свои изнаночные петли до конца. Я только что рассчитала вырезы, хотя до них, когда Парижа ДЗ выслала. Ой, Эльвира, отлично. Кстати, да, хорошая практика. Если вы что-то не успеваете связать в интенсиве, вы самое главное сделайте все свои расчеты, вышлите мне, мы с вами вместе все обсудим, проверим, а потом вы можете уже и после интенсива спокойно вязать по готовым расчетам и тоже будете знать, что все у вас в порядке. Надо еще глянуть, как ты другую часть начнешь, чтобы закрепить. Я покажу обязательно. Так, вот я вяжу дальше свой лицевой ряд. Смотрите, девочки, и здесь уже, когда у меня пошли убавки чисто по одной петле с одной стороны, я 2 вместе стараюсь не провязывать, чтобы у меня более красиво это все выглядело. Вот мне нужно одну петлю убавить. А я начинаю, вы можете, кстати, с этим способом поиграть, как бы, и попробовать в разных местах его сделать. То есть и в начале тоже. Я не вяжу 2 вместе, я просто беру и вот эту петлю перекидываю через предыдущую, вот так. Тогда у меня будет более красиво все. Это в том случае, когда у вас убавки только в одном ряду, а во втором ряду вы просто снимаете свою кромочную. Вот у меня как раз эта часть началась, и мне удобно просто вот так переснять, то есть одну петлю в другую. Ой, подождите, я ее не провязала. Не провязала я ее, это будет некрасиво. Сейчас я еще раз вам покажу. Вот эту петлю предпоследнюю я провязываю, потом назад это все помещаю на левую спицу, и теперь последнюю петлю
То есть предпоследнюю вставляю в последнюю, вот так. Вот. Теперь переворачиваю, видите, у меня уже петля как бы снята. Здесь я отмечаю, что мне ничего не нужно убавлять, прочерк, и дальше вяжу свои изнаночные петли. Так получится более ровный край. Если вы будете в одном ряду вязать 2 вместе, ой, заговорилась, а во втором просто снимать, то тогда будет немножко ступеньки видны. Вы можете, я ж вам говорю, и так попробовать, и так попробовать. Поймете, что вам больше нравится, как у вас лучше петли ложатся. Я показываю свой способ. Так, да, сыну кофту с точным рукавом, толстыми спицами. Точно, точно. Малышу э, толстыми спицами и вообще точно успеешь. Дальше мой лицевой ряд. Ура, 200 рядов из 400. Поздравляю вас! Это правда хорошо. Когда половина, уже как-то спокойнее. У меня вместо платья оверсайз вяжется летнее платье из хлопка газал. Прямой крой мне тоже не пойдет, поэтому трапецию решила. Елена, жду ваши фотографии. Очень даже жду. Так, смотрите, снова мне нужно одну петлю убавить в лицевом. Снова здесь я предпоследнюю провязываю, потом назад возвращаю ее на левую спицу и вставляю ее в последнюю петлю. Вот так. У меня получается здесь по краю красивые галочки. Переворачиваю, вяжу свой изнаночный ряд. Здесь мне ничего не нужно убавлять. Снова отмечаю и вяжу. Для чего мы считали количество петель вот здесь вот у нас, ой, на ютубе не видно, количество петель здесь вот у нас на нашем, сюда я куда-то уехала, на нашем плече. Вот 11,5 сантиметров у меня получилось 15 петель. Для чего мы эти петли считали? Мы сейчас закончим вязать вырез, и мы посчитаем количество петель на спицах. Должно получиться 15 плюс 1 кромочная, 16. Вот я посмотрю, все ли я правильно связала, потому что если что-то не совпадет, значит у меня где-то ошибка или в расчетах, или я где-то неправильно убавила в вязании. Должно на одном плече быть такое количество и на втором. Тогда вот у вас 4 плеча, на спинке 2 и спереди 2 будут одинаковые, тогда при сшивании у вас будет все четко. Дело в том, что мы эти плечи будем сшивать с открытыми петлями горизонтальным трикотажным швом. Я вам покажу, чтобы вообще не было видно никакого шва. И тогда как раз очень важно, чтобы количество петель было вот точь-в-точь одинаковым. Так, вот мой лицевой ряд. Здесь мне снова нужно убавить одну петлю. Я снова предпоследнюю провязываю лицевой, перемещаю петлю на спицу. Давайте вот так, наверное, покажу. И вставляю ее в последнюю петлю. Вот так раз и готово. Переворачиваю, чтобы у меня тут ничего не слетело. Отмечаю здесь, что мне не нужно ничего убавлять. Вот в кружочек беру. Это мой предпоследний рядочек, девочки. И вяжу изнаночные петли. Здесь я уже могу посчитать, в принципе, количество петель, потому что, посмотрите, мне осталось убавить одну петлю. Так, 4, 5, 6, 7, 8, ой, если сейчас не получится, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, которые нам нужно убавить. Все, получилось. Смотрите, у меня сейчас 17 петель на спицах, 15 мое плечо, плюс 1 кромочная вот с крайней стороны, и плюс 1, которую нужно убавить. Четко 17 у меня получилось. Переворачиваю, вяжу свой лицевой ряд. Светик, за 3 дня свяжешь. Оля переплюнет тебя тогда, Света, если возьмет толстые спицы. Ну, реально, мне кажется, Света, из-за того, что ты долго вяжешь, то есть ты долго вяжешь из-за того, что у тебя всегда тонкая пряжа и тонкие спицы, плюс работа занимает время. То есть тут дело только в этом. Так, отмечаю я снова в своем лицевом ряду минус 1 петля. Провязываю предпоследнюю лицевой, перемещаю ее на спицу левую и вдеваю в последнюю петлю. Готово. Переворачиваю, отмечаю в изнаночном ряду, что мне ничего не нужно убавлять, и вяжу изнаночный свой ряд. Так, переворачиваю, вяжу лицевой.
В лицевом в этом мне уже ничего не нужно убавлять по моей схеме. Вяжу последний свой изнаночный ряд. И я здесь, наверное, не буду петли свои закрывать, я их просто на ниточку пересниму, потому что я их потом... Хотя вы знаете что, чтобы точно знать, какое количество петель, какое количество ниточки мне нужно для моего шва, давайте я, наверное, закрою эти петли. Так, как мне их тут закрывать? Потому что у меня тут они в другую сторону повернуты. Обычно я последний ряд изнаночный вяжу бабушкиным способом, чтобы не переворачивать петли. Свяжу, закрою их сейчас, эти петли, чтобы точно отметить количество ниточки, которое мне хватит для моего горизонтального трикотажного шва. И эту ниточку отрежу, и после этого, когда при сшивании я буду это все распускать, ну, в смысле не распускать, когда я буду сшивать, я как раз таки этот рядочек распущу, вот этот последний, который я закрыла петли. И потом я смогу этой же ниточкой сделать этот шов. Я вам покажу это все, не переживайте. Самое главное, чтобы вы сейчас повторили то, что делаю я, а потом вы все поймете 100%, что вообще у нас тут с вами происходит. Так, вот, закрыла я петли. Здесь можно закрывать, ну, то есть не стараться. Желательно послабже, чтобы у нас точно хватило ниточки. Так, теперь можно это отрезать с уверенностью. Готово. Давайте посмотрим, что у нас там с вырезом получилось. Какой он красивый, некрасивый. Вот, смотрите, за счет того, что в конце, помните, я вам показывала, я вот так просто петли друг в друга вставляла, у меня получилась здесь ровная косичка. Если бы я вязала 2 вместе и потом бы снимала, то у меня бы тут были, ну, немножко другой вид. Я не знаю, как это объяснить, просто я вязала и так, и я решила, что вот этот способ, когда вы петлю вставляете в другую, он хорош. Ну вот, смотрите, вроде нормально получилось. Плюс еще вот эти 4 будет. Вроде нормально. Так. У меня тоже газал, но в 2 нити, поэтому оно зимнее, очень плотное. Ну, его можно и зимой, конечно, носить, потому что там акрил. О, они уже опубликованы с тегами, ссылка на вас, до проймы довязала. А, Елена, я тогда, значит, видела или еще не видела, я не помню. Я помню ваш кардиган прекрасно, а платье еще нет. Плечики закрывать, да, вот как раз я это показала. Я закрыла специально слабо, потом, когда мы сделаем ВТО, мы эту ниточку распустим, и этой ниточкой мы сделаем наш вот этот вот горизонтальный трикотажный шов. У нас здесь не будет шва, у нас одно плечо плавно перетечет в другое. Именно поэтому важно, чтобы здесь было точное количество петель. Вот у меня 16. Надо организовать интенсив зимние каникулы, тогда точно справлюсь за неделю. Хорошо, хорошо. О, вот насчет плеч. Я обычно оставляю петли открытыми и по изнанке детали соединяю, провязываю по 2 вместе, одну петлю спереди, другую со спинки. Или лучше шов. У нас здесь шва как такового не будет. Я вам покажу, как вот как раз вот петлю в петлю вот ниточкой правильно все оформить. Я не знаю, как вам объяснить. И шва у нас не будет. У нас будет вот такое гладкое полотно. То есть мы будем имитировать один ряд нашей лицевой глади. Для чего я закрываю обычно петли? Для того, чтобы точно знать, какая длина ниточки мне здесь понадобится. Так, зато... оно же тяжеленное будет, Елена пишет, если из газал, платье в 2 нити. Милана, зато ветром меня не сдует, у нас в Ростове зимой, ох, какие ветра. Нет, в 2 нити нормально, не тяжелое. Если 100% хлопок, то да, платье будет тяжелое, а с акрилом нормально. Сашенька и девочки, добрый вечер, Неля, приветик. Смотрите, будем вязать дальше. Эти 6 петель я могу уже спокойно снять со спицы. Вот, они у меня здесь на ниточке сохранились. Здесь я, пожалуй, отмечу, что я этот рядок провязала. Дальше. И теперь мы начинаем вязать эту сторону. Нам нужна новая ниточка.
Я беру из своего клубочка тот клубочек, который я использовала. Вот он у меня вот так, кстати, выглядит. Я из серединки ниточку тяну и буду сейчас из нее вязать. Пока я просто этот кончик оставлю вот так болтаться. Потом, естественно, мы его очень приятно очень аккуратно спрячем. Очень приятно. Я обычно еще плечевые скосы делаю при вязании. Да, да, есть такое. Плечевые скосы я тоже делаю, но я это объясняла, кстати, не помню, в эфире объясняла или нет, но кому-то объясняла девочкам, что плечевые скосы я делаю, если у нас есть вточной рукав, и если изделие желательно, чтобы сидело очень хорошо. То есть, чтобы оно, если оно должно сидеть как-то в обтяжку по фигуре, или если должна быть супер идеальная посадка. Тогда я делаю обязательно плечевые скосы, и я это тоже буду вам рассказывать в интенсиве по вязанию свитера с точным рукавом. Но здесь, так как у нас платье такое достаточно широкое, оно не сидит у нас идеально, я имею в виду не в обтяжку, не по фигуре, а оно сидит свободно, то и плечи здесь я скос плеча не делаю, потому что, ну, как бы такой фасон. Я решила, что здесь скос плеча будет не обязателен. У нас девочки, которые в интенсиве, которые спрашивают насчет скоса плеча, я объясняю, можно делать, конечно, это уже желание каждого. Так, здорово, давно хотела попробовать этот способ. Это по вот этому горизонтальному шву, я так понимаю, да, Карина? Саша, одновременно обе стороны не вяжешь? Нет, я не вяжу ни рукава, ни носки, что там еще? Ну да, рукава, носки, вроде больше ничего. Ни вот эти две стороны одновременно не вяжу. Не знаю, мне почему-то нравится отдельно сначала то связать, потом то. Так, что мы здесь делаем? В нашем случае, вот в этой части нашего выреза мы будем убавлять большое количество петель уже с лицевой стороны. Вот это будет у нас здесь проходить лицевыми петлями. С изнаночной стороны у нас будут просто убавки вот по 1 минус 1 петля, то есть мы будем просто по 2 вместе вязать. Здесь мы начали уже вязать наш лицевой ряд первый, вот мы 3 петли убавили, мы продолжаем его вязать. Я здесь отмечаю, что 3 у нас убавлено, мы его провязали здесь. Теперь я продолжаю его вязать здесь. Просто снимаю свою первую петлю и дальше продолжаю вязание до конца нашего ряда. Ноготочки красивые, аккуратно выглядят. Спасибо, Неля. Кстати, завтра я пойду на маникюр, и я еще не знаю, какой цвет мне выбрать. Девочки, какой цвет ногтей мне выбрать? Я уже много времени думаю и не могу никак придумать. Подскажите мне, может быть, какой-то ваш вариант я завтра воплощу в жизнь. Я тоже одновременно не люблю вязать. Ну, это дело каждого, здесь нету правильно, неправильно, тут кто как привык, кому как удобно. Так, переворачиваю. Здесь у меня начинается изнаночный ряд. Здесь уже в начале изнаночного ряда я ничего не делаю, только в конце ряда делаю убавки и максимум убавляю 1 петлю, то есть провязываю 2 вместе. Так, и замолчала я. Еще 2 части переда вяжутся из 2 клубков, я так всегда вяжу 2 части переда. В смысле полочки, это имеется в виду? Полочки, да, тоже можно вязать одновременно. Смакую каждую петельку, кайфую от вязания. Ну, мы тут все такие, по-моему. Вот у нас осталось 2 петли. Это первую мы провязали. Это у нас якобы кромочная была. Вот тут я отмечаю, нам нужно убавить в изнаночном ряду 1 петлю. Я вяжу ее 2 вместе лицевой. Здесь я вяжу лицевой. Изнаночная, она у меня будет в эту сторону смотреть. А мне нужно, чтобы она смотрела с наклоном тоже здесь вправо, потому что наш вырез вот так идет. То есть с изнаночной стороны с наклоном вправо. Я провязываю 2 вместе лицевой. Здесь ниточку я подтягиваю. И, кстати, у нас вот эта первая петля, она тоже здесь может быть немножко растянута, потом ее тоже нужно будет подтянуть. Дальше начало моего лицевого ряда, как видите, здесь нужно убавить 2 петли. Я провязываю
2 раза. Ой, давайте я покажу, я уже так быстро все это перекинула. Я провязываю 2 раза, 2 вместе лицевой. Но так как я вяжу классическим способом, сейчас у меня петли лежат вот это вот, как это сказать? Передо мной моя, правая стенка, бывает задняя и передняя стенка у петли. Мне даже как-то замечание делали. Ну, то есть сейчас у меня петля лежит таким способом, что мне за переднюю стенку хочется ее захватить. Для того, чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном влево, мне нужно 2 петли, здесь даже уже, по-моему, не 2, а 3. Нет, 2, у нас же кромочная. 2 петли развернуть наоборот, то есть чтобы я хотела провязать ее за заднюю стенку. Тогда эту я петлю свою кромочную снова надеваю на спицу и провязываю, теперь вдеваю спицу правую не слева направо, как я делала это вот с той стороны, а справа налево. Вставляю в 2 петли спицу, провязываю лицевой за заднюю стенку, снимаю, снова надеваю на спицу и провязываю лицевой за заднюю стенку 2 вместе. Так у меня получается 2 вместе с наклоном влево. И вяжу дальше до конца свой лицевой ряд. Так. Стирку сделай, очень классно смотрится. Женя мне показывала, ну, девочка моя, у которой я делаю. Я не люблю рисунки, я не люблю какой-то, ну, разноцветный, знаете, ногти там, какой-нибудь пальчик один. Я люблю вот просто тупо классический однотонный маникюр, вообще без ничего. И она мне показывала втирку, и мне понравилось, но вот я почему-то для себя этого не вижу. Я люблю просто чисто однотонный, какой-то монотонный цвет. Не знаю, может быть, со временем, но пока я же еще совсем, ну, так сказать, начинающий любитель вот такого маникюра гель-лак. Раньше я, помните, говорила, что я никогда в жизни не пойду, я не буду деньги на это тратить, а меня вот как-то Наталья подсадила, которая так, здесь начало изнаночного ряда мы ничего не убавляем. Которой я ездила в Киев, и наша вязальщица, она в интенсиве с нами участвует, девочка. Вот, и она мне сделала маникюр, и после этого, ну, как-то я решила, что просто его снять будет уже не то. Посоветовалась с Сашей, Саша говорит: "Конечно, делай". Ну и пока делаю, не знаю, там посмотрим. Я, конечно же, хочу себе к дню рождения, купить лампу, может, мне кто-то ее подарит, я не знаю. Ну, в смысле, может, денежку подарит, а я куплю. И хочу себе сама научиться это делать, потому что, реально очень много времени занимает. Хотя это быстрее, конечно, сходить к мастеру, чем делать самой, но много времени занимает вот это вот волокита: поехать, приехать, выделить время. В общем, мне кажется, что самой проще. Хотя я уверена в том, что сама себе я буду делать еще реже. Дальше закончили мы наш изнаночный ряд, у нас осталось 2 петли, вот нам нужно убавить 1. То есть я снова провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вот у нас как раз тут уже образуется вот эта вот косичка, которую мы как раз и с вами, за которой мы следим, которая у нас должна получиться. Так, сейчас я тут что-то подзапуталась. Начинаем вязать лицевой ряд. Я смотрю, что у меня в лицевом ряду, мне нужно убавить 2 петли. Так, я люблю голубой. Голубой лак. У меня был такой серо-голубой. Я не знаю, вот девочки. Так, еще раз показываю. Снимаю кромочную, снимаю 2 петли, разворачиваю их в другую сторону, как при вязании бабушкиным способом. Надеваю кромочную назад, вяжу 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево, раз. Снова надеваю петлю, вяжу 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку, 2. И дальше вяжу до конца ряда. Так, посмотришь по настроению, какой цвет выбрать. Вот я на это надеюсь. Хочу к вам присоединиться по вязанию горизонтального свитера. Присоединяйся, Аня, конечно. У нас весело. Вообще не люблю вязать парные вещи. Я люблю их по отдельности вязать. Сразу не то у меня почему-то, не хочется. И я горизонтальный, отлично. Хорошо, девочки. Саша, эти 3 петли, это те, которые на нитку сняты? Да, да-да-да, конечно. Поэтому я их сразу обвела в кружок, что они у меня уже как бы, я с ними манипуляцию произвела, они у меня уже включены. Зеленый сделай как свитер.
Зеленый. Ой, зеленый лак, не знаю, это слишком агрессивно. Я не знаю, Яна, может быть. Молочный шоколад. Я думала сделать что-то такое спокойное, типа бежевого, ну вот как мой стол, потому что, ну, на такой яркий уже насмотрелась. Ну, не знаю, если я увижу там у нее красивый бежевый, может быть. Сделай под цвет вязания. Вот такой коричневый. Не знаю, может быть. Так, надо пробовать. Пробовать втирку и все остальное, Женя, я поняла. Мы маникюрщицу на работу вызываем. Ну, у меня у меня работа дома. Домой к нам точно никто не поедет. Так, у нас осталось снова 2 петли. Я снова беру свои расчеты. Вот в изнаночном ряду мне нужно убавить одну. Я вяжу 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Вот как раз вот здесь тоже немножко нужно подтянуть ниточку. Вот как раз у меня косичка это получается. Так, начало лицевого ряда. Мне снова нужно убавить 2 петли. Снова я снимаю кромочную свою. Дальше снимаю 2 петли, переворачиваю их так, как при вязании бабушкиным способом, возвращаю кромочную, вяжу 2 вместе за заднюю стенку 1, 2 вместе за заднюю стенку 2 и вяжу теперь до конца. У нас 10 минут осталось, мы за час не уложились. Так, может френч на гель-лаке долго можно носить. Я не люблю. Аня, я люблю, но я, его носила очень долго. Я сама делала, я научилась очень круто его делать в студенческие годы, в школьные годы. Я так долго его носила, этот френч, когда он был вот прям очень модный, когда это все только началось. Вы знаете, я помню даже, когда я первый раз пришла с ним в школу, мне, одноклассница сказала, говорит: "Это что это у тебя на ногтях? Ты корректором, ну вот которым замазывать ошибки в тетради, ты корректором себе там что-то понамазюкала, а у меня был реально очень аккуратный, я там наклеечки себе клеила, и он был очень аккуратный. Короче, она не поняла, что это такое. То есть я за всю жизнь его так наносилась, что сейчас как-то мне он кажется скучным. Мне хочется просто однотонное что-то, но однотонное тоже скучно, но однотонное точно 100%. Так, вот у меня одна петля, которую мне нужно убавить. Снова в изнаночном ряду в конце вяжу 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Я очень люблю вязать парами, все вяжу парами, и носки, и рукавицы, и рукава, и вырезы. О, ну это, Люся, это твое. Так, теперь смотрите, нужно убавить одну уже петлю в лицевом ряду. То же самое, только я не 2 петли буду снимать, кромочную сняла, а одну петлю снимаю, переставляю, как при вязании бабушкиным способом, и вяжу за заднюю стенку 2 вместе. И вяжу теперь до конца. Да, если вяжу что-то парное, то сразу вместе. Если по отдельности вязать, у меня разные получаются. Разные по плотности, наверное, да? Но у меня как-то с плотностью проблем вроде нет. У меня все время одинаковое натяжение. Вот если я начала, то я уже так и буду продолжать вязать. Но не люблю я парами. Я люблю вообще детальками, кусочками. Так, изнаночный наш ряд вяжу. Если бы мы с вами, наверное, сильно не болтали много, если бы я просто монотонно вязала, то мы бы за час успели. Но как же не поболтать? Столько всего интересного. Так, вяжу до конца изнаночный ряд. Сашенька, если вязать по кругу платочной вязкой, то каждый ряд нужно вязать изнаночными петлями? Нет, один ряд будет лицевыми петлями, другой ряд изнаночными петлями. Тогда получится платочная вязка. Если все петли будут изнаночные, то это получится изнаночная гладь. Так, в изнаночном ряду мне нужно убавить одну петлю. Вяжу лицевой 2 вместе с наклоном вправо. Переворачиваю. Так, и что я тут вижу? Мне снова нужно убавить одну петлю, но помните, здесь у меня уже не будут убавки в изнаночном ряду. Помните, как там я показывала, я стараюсь одну петлю в другую вставить. Ну вот смотрите, как бы здесь у меня нить получается перед петлей. Я вот эту петлю первую подхватываю, затем подхватываю вторую и вывожу ее наружу, и потом как бы ставлю ее назад. Получилось. И вяжу дальше лицевыми петлями до конца ряда.
То же самое можно делать в изнаночном ряду. То есть смысл в том, что когда у нас идут убавки только с одной стороны, либо с лицевой, либо с изнаночной, их можно как с изнаночной стороны делать, так и с лицевой. Но смысл в том, чтобы вы протягивали одну петлю через другую, тогда будет ровный край. Так. На загорелых руках бежевый очень хорошо смотрится, такой благородный, ненавязчивый. О, Света, спасибо. Посмотрю, какие там у нее есть оттенки. Так, жалко ниточку отрезать от бобины для раздельного вязания. Да, точно, точно. Здесь, когда, особенно когда моточки там по 25 грамм, по 50 грамм, так быстро заканчиваются, а когда одна целая длинная нить, ее всегда жалко отрезать. Так, в изнаночном, помните, мы ничего не закрываем, просто провязываем до конца. И здесь я продолжаю вязать лицевой последнюю петлю. Что я сделаю здесь? Давайте я вот так ее сразу пересниму. Что я делаю здесь? Подхватываю первую петлю, вывожу вторую и снимаю все со спицы. И ставлю ее назад. Можно ее сразу снять и дальше вязать лицевыми до конца ряда. И мне нужно отметить, что вот эту лицевую я убавила. Так, ну что у нас там остается по времени? Мы немножко не успеваем, да, придется переключить эфир. Так, лицевой закончили, переворачиваем, вяжем изнаночный. До конца, в конце изнаночного у нас нет никаких убавок. Я последнюю вяжу лицевой вот так за переднюю стенку. Готово. Переворачиваю. Вот тут, видите? Ой, вот тут мне не нравится, девочки, кстати. Наверное, все-таки мне нужно было в изнаночном ряду делать убавки. Наверное, я это перевяжу, серьезно. По-моему, там у себя спереди я в изнаночном ряду. То есть вот эти по одной петле я, по-моему, в изнаночном ряду убавляла. Наверное, это я перевяжу, потому что здесь неровная косичка получается. Видите, одна петля больше, вторая меньше. Сашенька, поворотными рядами платочная вязка как вяжется? Во всех рядах лицевые петли или нет? Да, лицевые. Вот правильно девочки написали. Так, сейчас я еще раз это сделаю. Так, и дальше вяжу лицевыми петлями до конца. Мне нужно отметить. Сейчас можно посчитать количество петель, чтобы убедиться, все ли мы правильно с вами вяжем. Ой, 2 минутки, сейчас нас отключат. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все правильно. Вот мы провязали изнаночный, одну убавили. Сейчас у нас будет изнаночный без убавок, и одну петлю нам нужно убавить. Все верно получается. А, вот у нас уже лицевой ряд. Подождите, я тогда здесь убавку сделаю. Так, что у нас там? Полминутки осталось. Сделала я убавку, вяжу дальше. Лицевой свой ряд отметила. Может, от того, что в изнаночном ряду последние петли лицевыми провязывала? Нет, это не от этого. Там, в принципе, можно ниточки все эти подтянуть. Я это могу сделать. А можно просто в изнаночном ряду делать эту протяжку. Тогда она просто будет немножко аккуратнее, ее уже можно не затягивать. Я вяжу так, как петли ложатся. Вот я вижу, у меня тут лицевая ложится. И лицевой провязываю. Так, провязала я эту часть, и у меня осталось туда-назад провязать без убавок. Ой, видите, совсем чуть-чуть у нас времени осталось.
Вот, ровно 16 петель, как и должно быть. Все, значит, мы все правильно сделали. Вяжу последний изнаночный ряд. Здесь можно его бабушкиными провязать, чтобы было легче потом закрывать петли. И зависла как раз, да? Сейчас я еще раз включу эфир. Так, это у меня тут бабушкины были. Готово. Можно закрывать петли. Последние мы закрываем. В смысле, последний лицевой ряд петли закрываем. Все то же самое, что в той, как это сказать, на той стороне выреза, что мы делали. Стараюсь закрывать не туго, послабже, чтобы мне этой ниточки точно хватило потом для горизонтального шва. Ну и все, смотрите, ну мы с вами чуть-чуть на 1 минутку опоздали, не успели. Но все равно за час, в принципе, уложились, если бы не приветствие, здорование и все такое. Так, ниточку эту можно отрезать. Что у меня тут получилось? Смотрим. Ой, такой он широкий у меня получился, этот вырез. Ну вот, в принципе, все нормально. Тут мы немножко затянем. В принципе, я вижу, что он как раз такой полукруглый. Все нормально получилось. Вот это моя спинка. Потом мы здесь петли наберем и будем вязать. О, одну часть закончила. Женя, ура! И будем вязать нашу резинку. Вот мой вырез спереди. Вот. Вот он как раз должен у меня на 5 сантиметров быть глубже. У меня сантиметровой ленты рядом нет. Нет, рядом у меня здесь ее нет. Она, наверное, внизу. Но тут как раз, я, наверное, думаю, и будет 5 сантиметров. Ну вот, все получилось. По количеству петель здесь у меня все совпадает. Я все проверила, так что все нормально. Вот здесь единственное, что мне не нравится, вот эти вот штучечки, которые у меня получились, я попробую их подтянуть. Если не получится, просто вот этот участок я распущу и перевяжу. Сейчас уже не буду это делать, потому что, ну, не хочу занимать ваше время. Я, в принципе, показала все, как я вяжу по вот этой своей схемке. Вот, тут у меня есть петли, тут петли. В таком виде мы оставляем наше вязание, и дальше мы будем вязать рукава. Рукава мы будем вязать либо от, ну, вот этих частей от проймы, либо снизу вверх просто двумя отдельными деталями. Я расскажу, как сделать расчеты и на такие рукава. Я, наверное, буду вязать, ну, вот отсюда сверху, просто для разнообразия. Ну, вот я так не часто вяжу так редко, поэтому для разнообразия, думаю, свяжу отсюда. Все, у меня уже телефон не фокусируется, даже вы видите. Сейчас я поменяю камеры и с вами попрощаюсь. Ой, квакает, да? Ну вот. У меня по сантиметрам чуть больше вышло, но не беда, я думаю. Ну, думаю, да. Если там, конечно, разница сантиметров в 5, то плоховато. Мне кажется, что все-таки это много. Если 1-2, то не беда. Давай, переворачивайся. Ку-ку. Висит, да? Обидно. Сейчас я начну, попрощаюсь и закончим. Пока тут посмотрю, что у меня с этими петлями. У меня тут все равняется, все нормально. Ой, все отлично.
Я одну потянула, и остальные подтянулись. Девочки, я тут равняю вот эти свои петли, у меня как раз все отлично получилось. Вот если видно, то косичка получилась, вот. Просто нужно подтянуть немножко, так что все в порядке. И эта часть выреза мне подошла. Все, у меня тут все виснет, ужас какой-то кошмарный в Инстаграм творится. Да, под конец не выдержал. Все, давайте прощаться. Я тут такой, как робот немножко. Завтра мы будем делать расчеты рукавов. Готовьтесь, кто даже еще не довязал свои вырезы, свои переды, спинки, все равно готовьтесь делать расчеты рукавов, потому что они вам потом пригодятся обязательно. И что еще хотела сказать? И домашнее задание, фото края нужно скидывать поближе, там, где убавки. Можно не скидывать, это, в принципе, ваша ответственность. Но если квакает, да, ладно, я доскажу и все. Но если есть желание, скиньте просто чисто, чтобы я проверила. Если вы сами видите, что все в порядке и все ровно и красиво, тогда можно не скидывать. С вас, конечно же, фотографии вырезов. Вот как у вас получился этот полукруг. Вот рассказываю, Настя, какой у вас получился полукруг на спинке, какой получился V-образный спереди или полукруглый спереди, вы мне скидываете. Желательно вот, ну, чтобы какой-то фон был светлый, чтобы я могла четко увидеть, как у вас это все выглядит. Вот и все. Все, буду прощаться, а то вы меня прибьете, что я так долго болтаю. Все, пока, до завтра.